Привет, друзья! С вами Лилия Гомболевская. Все 3 вида этих миниатюрных цветочков сделаны с помощью одного шаблона. Я использовала вот такой фигурный дырокол. Он вырубает цветок диаметром 5 сантиметров. Для первого вида цветка из иранского фоамирана толщиной 1 мм вырубаю 4 заготовки. Чтобы на фоамиране срезы были четкими, подкладываю кусочек бумаги. Из фольги делаю небольшой шарик. Его диаметр должен получиться примерно 1,5 сантиметра. С помощью шила делаю в шарике отверстие. Используя клей, закрепляю в отверстии кусочек проволоки. Ее длина примерно 15 сантиметров. Шарик оклеиваю кусочком такого же фоамирана. Масляной пастелью, у меня это тон 241, тонирую верхушку шарика. Теперь возвращаюсь к заготовкам из фоамирана. На каждом лепестке делаю надрезы глубиной примерно по 5 мм. Чтобы сделать это быстрее, складываю вместе по 2 заготовки. Теперь заготовки по очереди нагреваю на утюге. Под воздействием температуры они становятся выпуклыми. И не забывайте, пока они теплые, придавать им еще и округлую форму. Имейте в виду, что так ведет себя только иранский и, наверное, еще китайский фоамиран. Если вы возьмете зефирный, то он скручиваться таким образом не будет. Как ведут себя другие виды фома, например, махровый, шелковый, я, если честно, не знаю. Но если вы знаете, то напишите об этом. Цветок собираю, нанизываю заготовки на проволоку с шариком. Лепестки первого цветка приклеиваю на шарик, заводя их плотно и друг на друга по кругу. В итоге шарик должен проглядывать через лепестки. Второй цветок наклеиваю на бутон таким же образом. А 3 и 4 лепестки подклеиваю только к основанию. Тогда бутон будет выглядеть полураскрытым. Слегка тонирую лепестки у центра основания. И флористической тейп-лентой обматываю проволоку. Кусочек ленты слегка растягиваю. Такой прием увеличивает ее клейкость.
А сейчас немного рекламы, которая помогает мне делать для вас новые и бесплатные мастер-классы. Мы уже давно привыкли к онлайн-покупкам, но вот продуктовые корзины обычно наполняем, совершая походы в магазин. А если нет времени или же до хорошего магазина далековато? Я, например, в таких случаях уже давно пользуюсь услугами заказа и доставки продуктов через онлайн-сервисы. А у моих зрителей-россиян есть замечательная возможность делать продуктовые, но не только, покупки в онлайн-сервисе «Лента онлайн». Да-да, это та самая любимая «Лента», крупнейшая сеть гипермаркетов в России, и которая сейчас предоставляет возможность делать покупки, не выходя из дома. Это удобно, не нужно тратить время на шопинг. В каталоге более 30 тысяч товаров, из которых можно выбрать все необходимое. И это не только продукты. Есть товары для дома, дачи, всей семьи, животных и даже для самых требовательных покупателей. Курьер доставит заказ в удобное для вас время и принесет сумки прямо до вашего порога. И может справиться даже за пару часов. Это выгодно, так как в магазине постоянно действуют интересные предложения и скидки. И самое привлекательное личное для меня – это никакой толпы и очередей, особенно в праздничные дни. Мне нравится делать заказы через мобильное приложение, которое всегда под рукой, так как мы уже не представляем, как можно выйти из дома без смартфона. Интерфейс прост и понятен. А главное, что в любом месте, в любое время можно наполнить корзину товарами и получить их по указанному вами адресу. Заходите по ссылке в описании на сайт «Лента онлайн», делайте заказ, и вы получите лично от меня скидку 25% на первые 2 заказа на сумму от 1800 рублей с бесплатной доставкой. И не забудьте ввести промокод. Лента онлайн – это не только выгодно, но и свободно. Для следующего вида цветочка вырубаю тем же дыроколом 2 заготовки. Фоамиран, как и в первом цветке, тоже иранский. Масляной пастелью тон 209 на одном цветке тонирую краешки лепестков. Делаю это с 2 сторон. На втором цветке тонирую только середину, и тоже с 2 сторон. Между лепестками делаю надрезы на глубину 5-7 мм. Каждый цветок нагреваю на утюге и прокручиваю пальцами края лепестков. Затем каждый лепесток расправляю. Из фоамирана зеленого цвета с помощью небольшого дырокола вырезаю цветочек, который будет служить чашелистиком. Так как фигурка небольшая, то бумагу под фоамиран можно не подкладывать. Немного тонирую чашелистик масляной пастелью, тон 232. Слегка прогреваю заготовку на утюге и скручиваю пальцами. Кусочек проволоки длиной 20 см складываю пополам. Небольшие тычинки молочного цвета завожу в проволоку. И нанизываю на проволоку заготовки цветка. Цветки между собой склеиваю, располагаю их относительно друг к другу в шахматном порядке.
Нанизываю чашелистик и также приклеиваю. Проволоку сдвигаю до основания цветка и обматываю флористической тейп-лентой. Для следующего цветка вырубаю 3 заготовки из иранского фоамирана. Все 3 цветка тонирую одинаково, по краю и только с одной стороны. Цветочки складываю вместе и делаю надрезы между лепестками на глубину примерно 5-7 мм. Каждый цветок прогреваю на утюге и прокручиваю пальцами края лепестков. Затем каждый лепесток расправляю. Так повторяю со всеми цветочками. Из фольги формирую небольшую фигурку в виде пирамидки. Пирамидку приклеиваю к кусочку проволоки. Нанизываю и приклеиваю на проволоку первый цветок, располагая тонированной стороной вниз. Наклеиваю по очереди лепестки на пирамидку. Лепестки накладываю друг на друга. Должен получиться вот такой бутончик. Следующий лепесток нанизываю на проволоку тонированной стороной вверх. Наношу клей на середину каждого лепестка и, подгибая верхний край лепестка, приклеиваю его к бутону. Третий, последний цветок также нанизываю тонированной стороной вверх. Клей наношу точечно в том месте, где бутон начинает подниматься вверх, и просто прижимаю цветок к бутону. Получается вот такая маленькая розочка. Вырубаю для нее чашелистик, который тонирую масляной пастелью. И приклеиваю его к основанию розочки, а проволоку обматываю флористической тейп-лентой. Получившийся стебель слегка тонирую пастелью тоном 209. Вот такие разные мини-цветочки получились из одного шаблона. Если понравилось, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это поможет продвижению видео и развитию канала. Спасибо всем за внимание и, как всегда, жду на своем канале.